Всем привет! Вот как видите, имею вот такой автомобиль Volkswagen 2001 года 1.9 SDI. В данном видео данный автомобиль разберем, посмотрим, какая у него конструкция, какие металлы он содержит и в каком количестве. Я думаю, это будет интересно посмотреть и мне, и вам, с чего состоит данный автомобиль. Итак, разборку данного автомобиля начнем с нижней части панели, с салона. С левой стороны демонтируем одну часть нижней панели, дальше откручиваем следующие болты и демонтируем вторую часть панели из-под руля автомобиля. Вот таким принципом. А также демонтируем и панельку, которая установлена вокруг кулисы. Следующее, что делаем, это демонтируем воздушную, так сказать, заслонку, решетку из воздуховода. Затем снимаем регулятор высоты фар, а также и сам включатель фар света вместе с самим каркасом. А также с правой стороны автомобиля при помощи отвертки демонтируем решетку вместе с каркасом от воздуховода. Вот таким принципом. Следующее, что делаем, откручиваем два болта снизу, два сверху, отключаем фишку для освещения бардачка и демонтируем сам в сборе бардачок. Вот таким принципом. Вот и все, бардачок демонтировали. Дальше откручиваем 4 болта и будем демонтировать сам каркас, на который был установлен, так сказать, сам пульт управления автомобиля. Это разные включатели, выключатели и так далее. Теперь снимаю защитный кожух маленький для управления печкой, так как там под ним скрываются 4 болтика. Также их выкручиваем при помощи отвертки. Вот и все, полностью каркас демонтирован. Следующее, что делаем, это снимаем все заглушки, включатели, а также и сами решетки вместе с каркасом воздуховода по центру панели. Вот и все. Теперь будем снимать панель, которая установлена вокруг ручки ручного тормоза. Больше болтиков нету. Подожди, надо ручник затянуть. Затягиваем. И теперь достаем. Дальше перенесем разборку в заднюю часть автомобиля и будем в отсеке багажника демонтировать защиты вот таким принципом. Данная защита демонтируется очень легко и просто, так как она установлена и закреплена на кузов автомобиля при помощи защелок. Дальше отключаем фишки питания задних фар и откручиваем и демонтируем сами фары. Вот так выглядит задняя фара. С обратной стороны демонтируется фара аналогичным образом. Следующее, что делаем, это откручиваем болты и демонтируем сам задний бампер. Вот как видите, у меня есть вот такой помощник. Ему очень интересно. Мне помогает работать. Желание у него помогать откручивать болты очень большое. Итак, открутили все болты, отключаем фишки для освещения номера и демонтируем сам бампер. Вот и все, бампер демонтировали. Теперь берем гайковер, откручиваем два болта с левой стороны автомобиля, два болта с правой стороны автомобиля и демонтируем сам фаркоп вместе с проводкой. Вот таким принципом.
После того, как демонтируем фаркоп, пойдем разбирать дальше в салон автомобиля. Значит, демонтируем сиденье, все обшивки, которые находятся вокруг задней части автомобиля, а также и ремни безопасности. Вот таким принципом. Как видим, задний безопасности ремень извлечь так просто не получается. Надо еще открутить заднюю вот эту пластиковую боковую полку. Только тогда сможем выбрать ремень безопасности. После того, как демонтировали ремни безопасности, снимаем вторую часть заднего сидения. Итак, теперь демонтируем замки ремней безопасности и, в принципе, в задней части салона автомобиля уже ничего не осталось. Дальше переходим к разборке передней части автомобиля. Теперь в передней части автомобиля демонтируем все защитные крышки, кожухи, затем демонтируем с потолка солнцезащитные козырьки, все освещение, ручки и так далее. Вот таким принципом. Как видим, все уже демонтировали с потолка автомобиля. Теперь потолок берем и демонтируем его из автомобиля. Вот таким принципом. Теперь дальше что делаем? Это со средних стоек кузова автомобиля демонтируем все защитные крышки, кожухи, а также и ремни безопасности при помощи шуруповерта. Вот такой интересный ремень, вот так он выглядит. Следующее, что делаем, демонтируем защитные обшивки с автомобиля дверей. Вот таким принципом. Теперь дальше будем снимать ручку с дверей. Бери шуруповерт и откручивай болты. Вот и все, ручку сняли. Дальше ручка вот эта снимается вот таким принципом. Оп, и снимаем. Теперь приподнимаем. Аккуратно. И снимаем, стой. Включаем замок. Вот так. Стоп. Сейчас регулировку зеркала открутим. Вот и все, защиту сняли. Все остальные защиты снимаются аналогичным образом. Теперь откручиваем передние сиденья и демонтируем их с автомобиля. Все. Вот и все, сидений как не бывало. Вот как-то так. Ну что, разбираем дальше. Итак, дальше снимаем руль, аэрбаг. Как снять аэрбаг с любого
автомобильного руля у меня есть на канале видео, можете посмотреть. Снимается очень легко и просто. Дальше берется вот такая звездочка и откручивается сам руль. Все, руль сняли. Дальше снимаем защитные кожухи, панель, приборный щиток и все остальное. Шлейф попозже снимем. Сейчас снимаем приборный щиток. Откручиваем 2 болта и снимаем приборный щиток. Вот и все. Вот такой стоял щиток приборов. Итак, дальше будем снимать панель. Саму панель. Откручиваем все винтики, которые видим, которыми крепится панель. И снимаем панель. Еще вот здесь открути один болт. Итак, снимаем панель. Тащи за ту сторону. Вот такая стояла на данном автомобиле панель. Вот так она выглядит. Появилась вот такая картина, ребята. Снизу вот такая картина. Вот релюшки. Предохранители. Сигнализация блок. Тут что-то. Еще какой-то блок стоит. Вот что это за блок. Непонятно. Аэробак. Так сверху выглядит. Вот такая картина появилась. Вот как-то так. Ну что, разбираем дальше. Теперь будем откручивать и демонтировать передние, самые огромные, с пассажирской стороны, аэрбаг, подушку безопасности. Все, все. Опа, вот наш аэрбачок. С пассажирской стороны вот как выглядит аэрбаг. Оп, отключили. Вот какой огромный заряд. Вот где хранится все, весь мешок. Итак, следующее, что мы делаем, отключаем всю проводку, фишки от шлейфа и переключателей. И также снимаем их. Вот и все, шлейф сняли и вместе сняли переключатели поворотов, дворников и так далее. Дальше снимаем саму печку. Оба, что есть в печке. Ножницы кто-то забросил. Вот такие стояли воздухоотводы, а также и вот такая была панелька переключателей управлением печки. Дальше откручиваем вентилятор и демонтируем его с печки.
Такой стоял вентилятор для печки. Смотрите, что еще нашел внутри. Деньги каких-то. Как они туда попали, не знаю. Так, ребятки, печку вот эту дальше разобрать никак невозможно, так как она закреплена где-то оттуда с середины, наверное. Не знаю. Попробуем снять сначала весь ковер этот и посмотрим тогда, что там, где и как. Перед тем, как снимать, чтобы было бы проще и легче, я просто его разрежу на две части. Вот и все, разрезали. Дальше снимаем его с автомобиля. В автомобиле под ковриками я нашел вот такие монетки. 10 евроцентов, 2 евроцента, 1 лит, 1980 год, Нидерланды. Такая монетка. Ясно. Разбираем дальше. Покажи, что там за две еще монеты лежат. Ну-ка. 5 евроцентов, 2 цента литовских и вот такой брелок. Как-то так. Мы уже, конечно, немножко устали, но все же продолжаем нашу разборку. Теперь пойдем разбирать в отсек двигателя. Так, вот я разобрал, сделал подход к коробочке. Сняли стартер. Снял выжимной цилиндрик сцепления, механизм от кулисы для переключения передач. Подвесил двигатель. Осталось открутить два вот эти болта. Прежде чем их откручивать, открутим шруцы, полуоси и снизу остальные болты. После того, как коробку разорвало, я хотел еще данный автомобиль как бы и чинить. В окончательном результате решил его разобрать полностью на металл. Итак, вот я открутил шрут один, вот второй, подушку. Вот болты все открутил. И держится коробка на одном болте. Вот так выглядит. Ну что, снимаем. Итак, вот коробочку сняли. Вот маховичок. Вот какая пустота. Даже повредила маховик слегка. Вот. А так маховичок хорош. Вот и наша коробка. Если кому-то интересно, какая у коробки конструкция и какие металлы она содержит и в каком количестве, у меня есть на канале видео, можете посмотреть. Итак, продолжаем нашу разборку. Итак, коробку сняли, полуоси отключили, все здесь отключили, масло слили, потом сольем антифриз. Но сейчас будем снимать глушитель. Вот это. Вот здесь, как видите, прикручено к коллектору глушитель. Но вот тут есть вот это сеточное соединение стоит. И оно уже порвано. Поэтому я откручивать не буду. Просто на нем оторву и все. Но прежде чем оторвать, надо открутить вот эту, так сказать, держащую балочку. И сами хомуты, где соединяется труба. Но они уже сгнили. Откручивать даже не надо. Ну что, снимаем. Так, теперь откручиваем вот эти гайки. Вот стояла вот такая балка и держала глушитель при помощи вот этих подушечек. Глушитель амортизировал. Дальше рассоединяем глушитель. Здесь средний бачок приварен. Чтобы вытащить наружу весь глушитель, надо отрезать при помощи болгарки.
Вот и все. Дальше вытаскиваем основной глушитель с кузова. Итак, сняли основной бачок с держателя. Здесь также сеточное мягкое соединение, хоть оно и порвано, но очень крепкое. Поэтому, чтобы снять двигатель, так как там от коллектора открутить невозможно, я прорезал болгаркой и сниму бачок от катализатора. Вот таким принципом. Катализатора нет. Пусто. Итак, снимаем дальше защиту глушителя. Это алюминий. Такие защитки две, тоже глушителя. Ну и последняя, вот. Теперь откручиваем кулису сверху, 2 болта и 2 снизу и снимаем. Дальше откручиваем 2 болта и снимаем кулису. Вот такая кулиска получилась. Итак, кулису снять полностью не получилось вместе, поэтому вторую часть снимем отдельно. Открутим 3 болтика. Кулиса крепится к рулевой колонке, как видим. Крутили и достаем. Вот весь механизм кулисы. Пожалуйста. Итак, включаем ручник, снимаем ручника ручку и вытягиваем тросики. Дальше вытаскиваем тросы под низом машины. Вот такая появилась картинка. Как видим, уже под низом ничего нету, кроме тормозных и топливных трубок, ну и ходовой части. Снимать это будем потом, когда снимем двигатель. Осталось отключить пару патрубков, слить антифриз, и все, и можно снимать двигатель. Масло мы уже слили раньше. Здесь есть вот такой краник, вот, и можно сливать антифриз. Вот. Итак, антифриз слили, закрываем краник и отключаем все патрубки от двигателя. Дальше отключаем вот этот патрубок и сливаем руля усилителя жидкость и отключаем рулевую колонку от гидравлического насоса. Слили. Так, дальше откручиваем трубку от рулевой колонки, от руля усилителя насоса. Вот и все. Ну что, все отключили, снимаем двигатель с автомобиля. Итак, все отключили, что возможно, что видим. Патрубки все, некоторую проводку. И что недоступно сейчас отключить, отключим, когда приподнимем чуть выше двигатель. Ну что, поднимаем. Я уже прицепил его. Так, надо отключить генератор еще. Ну вот, достали двигатель.
Двигатель выглядит со всех сторон вот так. Если кому-то интересно, какая конструкция у данного двигателя, а также и всего навесного оборудования, такого как стартер, генератор, турбина, компрессор кондиционера и так далее, можете посмотреть, у меня на канале есть видео. Ну что, продолжаем нашу разборку. Сейчас снимем вот эту защиту. Данная защита изготовлена из алюминия. И мне кажется, под этой защитой скрываются болты, которыми именно крепится печка в салоне. Сейчас мы это и узнаем. Да, как я и думал, вот этими 4 болтами печка как раз и есть зафиксирована в салоне. Ладно, печку демонтируем попозже. Сейчас будем демонтировать расширительный бачок. Дальше будем демонтировать бачок от руля усилителя, а также и демонтируем бачок с жидкостью для мойки лобового стекла, для щеток, для дворников. Вот таким принципом. Следующее, что делаем, это демонтируем подушки двигателя с обоих сторон, а также и крепление топливного фильтра. После того, как демонтировали подушки двигателя, берем бачок и сливаем тормозную жидкость с тормозного бачка. Дальше берем ключик на 11 и отключаем, откручиваем все тормозные трубки от блока АБС. Затем демонтируем блок АБС с кузова автомобиля. Итак, отключили все 6 трубок тормозных от АБС блока и откручиваем АБС блок. Если кому-то интересно, какая конструкция АБС блока и какие металлы он содержит в себе, у меня есть на канале видео, можете посмотреть. Вот стоял вот такой АБС блок, вот так выглядит, вот такой. Дальше демонтируем с кузова автомобиля дворники, щетки, а также и трапецию, вот эту защиту, которая установлена рядом с лобовым стеклом. Как видим, данная защита приклеена к кузову вместе с лобовым стеклом, и снять ее, чтобы не сломать, не получилось. Теперь отключаем фишки от блока управления автомобилем, двигателем, а также и откручиваем сам каркас, в который устанавливается фильтр для салона. Вот так выглядит данный каркас. Ну что, продолжаем работать. Дальше снимаем механизм для дворников, для щеток, которые чистят стекла, и сам борт-компьютер. Вот такой стоит механизм с электродвигателем для дворников. Опаньки, кое-что я нашел. Смотрите, какой брелок, завалявшийся в автомобиле. Как раз Volkswagen. Ну что, снимаем блок управления дальше. Итак, вот так выглядит борт-компьютер, блок управления автомобилем. Итак, что тут за крышечка? Здесь подход к релюшкам. Отключаем все фишки от блока с релюшками. Дальше я уже заранее открутил 4 болта. И теперь переходим к демонтажу печки с салона. Вот такой данный каркас печки. Довольно огромный, и извлечь его не так просто. После того, как извлекли печку из салона, давайте ее разберем, извлекем сам радиатор с каркаса печки. Как видим,
был установлен вот такой радиатор. Вот так он выглядит. А там еще вижу денежки есть. Ну и в самой печке больше как бы ничего там ценного нету. Теперь откручиваем 4 болта и снимаем с кузова блок управления аэрбаком, подушками безопасности. Вот так он выглядит. Следующее, что делаем, откручиваем все болты, которые видим, демонтируем вот этот металлический каркас, а также и весь рулевой механизм вместе с замком зажигания. Вот таким принципом. Разбираем все вокруг, все, что прикручено к этому каркасу. Вот такой блок, точно не знаю для чего он. Вот такой был вмонтирован на кузов металлический каркас. Вот так он выглядит. Следующее, что делаем, убираем всю проводку, отключаем в сторону и откручиваем акселератор вместе с педалью, а также и механизм управления рулем. Вот и все. Демонтировали акселератор с кузова автомобиля. Он выглядит вот так, которым управляли, регулировали, так сказать, обороты двигателя. Ну что, продолжаем дальше разбирать и уже будем демонтировать штангу руля. Вот вся штанга и замок зажигания. Дальше откручиваем все болты и демонтируем вместе с каркасом педаль сцепления, а также и тормозов. Затем снимаем усилитель тормозов. Вот таким принципом. Педаль сцепления с главным цилиндриком, который стоит на педали. Вот так выглядит усилитель тормозов. И к нему вот так присоединяется тормозная педаль. Ну, вот как-то так. Дальше убираем с салона звукоизоляцию. А ты бери шуруповерт и откручивай вот эти датчики, которые срабатывают при аварии и передают сигнал на блок управления аэрбаком, и срабатывают аэрбаки в тот момент. Что открутил? Датчик? Датчик. Вот так данный датчик выглядит. Теперь дальше откручиваю вот эту металлическую деталь. Под ней скрывается проводка. Надо ее извлечь. Сразу следующий. Еще один. Я забыла попала. Все. Такая железка. А здесь под ней проводка идет. О, разбираем дальше. Дальше откручиваем металлическую крышку и отключаем проводку от топливного бака. Затем отключаем проводку от электродвигателя, который закрывает бак, либо открывает. И демонтируем сам механизм центрального замка, который закрывает бак на замок электродвигатель, привод. Следующее, что делаем, это на багажника крышки снимаем защиты все, а также и электродвигатель управлением щетки, а также и центрального замка. Вот таким принципом. Вот так выглядит
электродвигатель дворника заднего стекла. Дальше демонтируем стоп-сигнал, так сказать, со стекла задней крышки. Вот так выглядит данная фара, стоп-сигнал, так сказать. Следующее, что делаем, удаляем всю проводку с багажника крышки, затем откручиваем болты и демонтируем багажника крышку с кузова автомобиля. После того, как демонтировали крышку багажника, снимаем все уплотнительные резинки с дверных проемов вот таким принципом. Следующее, что делаем, сверлим отверстие между кузовом и лобовым стеклом, протягиваем тросик и будем вырезать лобовое стекло с кузова вот таким принципом при помощи тросика. Итак, после того, как удалили лобовое стекло с автомобиля кузова, дальше убираем и удаляем всю проводку с данного автомобиля. Вот таким принципом. Все обрываем вокруг и удаляем. И в результате получилось общее количество проволоки из данного автомобиля вот такая куча. Как видим, общий вес проводки вместе с изоляцией 12 кг ровно. Если теперь от общего веса проводки отбросить 25-30% грязи, изоляции, то мы получим чистый вес металла, в данном случае меди. Следующее, что делаем, это снимаем все подкрыльники с арок автомобиля, а также и крышку с топливного бака с кузова автомобиля. Дальше демонтирую всю проводку с автомобильных дверей. Теперь демонтируем маленький динамик вот таким принципом, а также и зеркало. Дальше снимаю главный динамик из дверей. Вот так он выглядит. Теперь отключаю ручку от механизма замка дверного и откручиваю все вот эти болты и снимаю стекло и механизм стеклоподъемник. Все разбирается на других дверях аналогичным образом, так как и здесь. Итак, открутили все болты, демонтируем сам механизм, и вот так он выглядит. Вот как-то так. Продолжаем разборку нашу. Ну что, осталось демонтировать только сами двери. Откручиваем два болта и снимаем двери с кузова. Вот таким принципом. Итак, следующее, что делаем, переходим к разборке передней части автомобиля. Сейчас будем демонтировать бампер, решеточку, фары, сам каркас, так сказать, телевизор, на что крепятся все элементы.
Дальше снимаем радиатор. Откручиваем вот эти вот 4 болта. Дальше откручиваем 3 болта и снимаем замок для капота. Ну и откручиваем 2 болтика и снимаем телевизор. А также теперь демонтируем и сами крылья, и капот с кузова автомобиля. Ну что, практически в передней части автомобиля все разобрали. После того, как демонтируем крылья, перевернем автомобиль на бок и будем разбирать все, что находится под низом автомобиля. Итак, автомобиль я перевернул на бок. Вот так это все выглядит. Появилась вот такая картина. Сейчас буду демонтировать с кузова автомобиля заднюю ходовую часть вместе с колесами, а также и топливный бак. А потом займемся передней частью. Также демонтируем все, что там есть. Ходовую часть и так далее. Итак, заднюю ходовую часть демонтировали. Сейчас займемся топливным баком. Данный автомобиль мне прослужил 15 лет. Не считая того, что до этого еще катались другие люди. Очень удачный автомобиль. Ну, вот как-то так. Теперь отключаем тормозные трубки и переходим к разборке передней ходовой части. Вот и все. Остался только чистый кузов. Вот в таком состоянии мы его и сдадим на металл. А теперь дальше давайте разберем топливный бак и посмотрим, что там есть внутри и как там устроено. А в топливном баке, как видим, стоит вот такой механизм. И все. Данный механизм ложим на тряпочку, чтобы не разлить топливо. Дальше будем разбирать на мелкие части всю ходовую часть. Вот таким принципом. Сейчас при помощи гайковерта буду отключать от задней ходовой части балки скобы, которыми крепится балка к кузову автомобиля. Как видим, с пружины уже здесь снять никак не получится, только при помощи болгарки. Срезаем болты и демонтируем с пружины. Следующее, что делаем, это демонтируем с ходовой части амортизаторы. Теперь дальше откручиваем с ходовой части колеса, снимаем тормозные суппорта, а также и тормозные диски. Как видим, остался один только каркас. Вот и все. Переходим дальше к разборке передней ходовой части. Вот так выглядит в сборе передняя ходовая часть. Теперь откручиваем гайки и демонтируем полуось. Дальше снимаем со ступицы амортизаторы. Вот такие стояли амортизаторы. Ну что, разбираем дальше. Итак, дальше снимаем колеса. Дальше откручиваем диски тормозные, тормозные суппорта и снимаем их. Вот такой стал суппорт, диск. Вторая сторона снимается аналогичным образом. Теперь откручиваем и снимаем главную стабилизаторную тягу. Следующее, что делаем, откручиваем все гайки и снимаем
вилку и ступицу. Вот так выглядит в разобранном виде вилка, а также и ступица. Дальше откручиваем 4 болта и снимаем рулевую колонку. Итак, демонтировали рулевую колонку, и вот так она выглядит. Дальше снимаем подушку с каркаса. Вот и все. Подушка снята. И в принципе на этом наша разборка закончилась. Ну что, смотрим окончательный результат. Итак, вот весь цветной металл с данного автомобиля. Это алюминий. Как видим, алюминия достаточно немало. Здесь практически весь алюминий. Это защиты, суппорта, от двигателя все детали алюминиевые практически, подушки двигателя и разная мелочь. Только в данном составе не хватает радиатора охлаждающей жидкости, а также и коробки передач. Ну, может, каких-нибудь мелочей. А так, в принципе, здесь все, что есть из алюминия. Давайте теперь это все сложим в мешок. Посмотрим, сколько было алюминия в данном автомобиле. Алюминий сложил в 2 мешка, так как в один не влазит. Вот весы перед вами. И сейчас будем цеплять мешки 2. Цепляем первый мешок. Зацепили. И как видим, в первом мешке 14 килограмм ровно алюминия. Цепляем второй. Во втором мешке, как видим, 19 килограмм 900. Ну, практически 20. Получается общий вес 34 килограмма алюминия в данном автомобиле. Если добавить радиатор, коробку и некоторые мелочи, может, которые я не вложил, то 100% будет 50 килограмм, а то и больше. Вот как-то так. Если смотреть дальше, то еще есть и тяжелого металла на данном автомобиле. Это из двигателя сам блок, коленвал с шатунами, потом распредвал, клапана, спружины и плюс сам маховик. Общий вес этого всего из двигателя где-то 90 килограмм, плюс-минус пару килограмм. Плюс еще ходовая часть, передняя и задняя, если брать в сборе с колесами без шин, с металлическими дисками, то еще плюс где-то 250-300 килограмм. Но это смотря уже какой автомобиль. Если бензиновый, то будет меньше, где-то около 250. Если дизельный, то около 300. Плюс-минус, вот где-то так. Итак, смотрим дальше. Чистый вес жести, тонкого металла, это кузова, полностью в сборе, с дверями, с крыльями, с капотом, с багажника крышкой. Будет вес от 450 до 500 килограмм. Но это считается такой металл, кузовная жесть, самый дешевый в принципе. Теперь каждый индивидуально в своем регионе по своим ценам может посчитать, сколько можно получить денежек за металлы, за данный автомобиль. Я думаю, это видео было интересно и мне, и вам. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.